Но, пожалуй, одно из самых интересных открытий для меня – насколько же легко управлять этой машиной. И это наверняка было серьезным аргументом тогда, но остается им и сегодня. А сегодня отправимся в прошлое. Это первая модель, которую официально назвали Mercedes S-класс. До этой машины у Mercedes уже были роскошные модели с богатой историей. Именно эта модель 1972 года стала первым официальным S-классом. А эта машина 1979 года. Сейчас познакомимся с ней вместе. Посмотрим кузов, салон и, конечно, поездим. И все это в фирменном синем цвете Томаса. В период с 1972 по 1980 год выпустили почти 500 000 машин этого поколения. А в 1978 появилась новая для того времени система против блокировки колес – ABS. Это машина 1979 года, поэтому ABS здесь уже есть. Система, которая, вероятно, спасла тысячи жизней. И внешне здесь тоже много интересного. Именно с этой машины начался более современный облик Mercedes с широкой горизонтальной решеткой. Фары продолжают линию решетки. Получается две горизонтальные секции. До этого дизайн был другим. А после почти все Mercedes получили ту же базовую стилистику. Для дизайна Mercedes это был важный шаг. Код этого поколения V116. Это первый S-класс. И, конечно, здесь фирменная звезда. Очень красивая и необычная машина. Длина 4 метра 96 сантиметров. И это примерно на 15 сантиметров короче современного S-класса. То есть уже тогда машина была длинной. Просто автомобили того времени в целом были заметно меньше современных. Особенно заметна разница по ширине. Спереди машины были уже. Но длина здесь вполне солидная. Мне нравится этот цвет. Я бы выбрал такой. Посмотрите на линии кузова. Все очень просто. Так часто бывает у знаковых автомобилей. Выше ручек проходит прямая линия, а сзади массивная задняя стойка. Графика бокового остекления потом переходила на следующее поколение S-класса. Колеса на 14 дюймов, и колпаки тогда красили в тот же цвет, что и кузов. Очень характерная деталь Mercedes, которая позже встречалась и на других моделях. Задняя часть тоже очень прямоугольная. Именно это мне и нравится в машинах той эпохи. Еще одна особенность – ребристые задние фонари. Посмотрите. Сегодня сказали бы, объемные фонари, вытянутые по горизонтали. Но это уже было здесь. И не просто так. Когда на фонари попадали пыль и грязь, свет все равно оставался видимым. Грязь не закрывала их полностью благодаря такой форме. Для того времени решение было очень необычным. 350 SE – точное название этой версии. Оно связано с двигателем. К мотору еще вернемся, когда откроем капот. Я уже говорил, здесь было много новых решений по безопасности. Не только ABS. Например, топливный бак здесь разместили выше, в более защищенном месте. Так он лучше защищен при ударе сзади. А что под капотом? Кстати, он и тогда уже удерживался сам. Неплохо. Здесь атмосферный V8 объемом 3,5 литра. Да, атмосферный мотор и 8 цилиндров. Отлично. И название 350 SE действительно намекает на рабочий объем. Мне нравится, когда индекс машины еще что-то говорит о моторе. Тогда так и было. До 100 км в час примерно за 10 секунд.
Максимальная скорость была чуть выше 200 км в час. А какие еще были моторы? Можно было выбрать V8 большего объема, причем в двух вариантах. Была и рядная шестерка меньшего объема. А еще рядный турбодизель с 5 цилиндрами. Для того времени тоже новинка. А теперь смотрите. Послушайте звук. Теперь нажмем чуть сильнее. Ну вот. Еще раз. Звук дверей – настоящая классика. Теперь дверные карты. Здесь вставка из тканей. Дальше мягкие материалы. А здесь отделка под искусственную кожу. Это действительно не натуральная кожа, но выглядит и ощущается хорошо. Машина, конечно, совсем не новая, но сохранилась она очень хорошо. И посмотрите на руль, он здесь тоже мягкий на ощупь. Руль с 4 спицами тогда тоже был новинкой. И рулевая колонка при аварии не остается полностью жесткой. Это еще одно решение безопасности. Руль немного уходит внутрь и снижает риск травмы при ударе. Дальше деревянная отделка и красивые круглые аналоговые приборы. Панель тоже синяя и мягкая. Посмотрите, как хорошо все сохранилось. А вот особые сиденья. Красиво, что цвет салона совпадает с кузовом, а внутри ткань. По краям качественная искусственная кожа. И здесь вообще нет натуральной кожи. Для такой машины это удивительно. Сиденье очень мягкое. Ощущение интересное. Высоту можно менять вручную, но для этого сиденье нужно подать вперед. Как у некоторых BMW, кресло вперед и назад двигается вручную. И спинку тоже можно регулировать. По ощущениям, все очень старомодно, словно диван в гостиной. Очень мягко и удобно. Интересное ощущение. Современные сиденья лучше поддерживают человека и дают больше опоры. Здесь этого еще нет. Тогда комфорт получали просто за счет мягкости сидения. Мой рост 1,89 м. Запас еще есть. Можно включить зажигание. Ключ поворачиваем очень аккуратно. Вот так. И даже тогда многие функции здесь уже были электрическими. Например, электрические стеклоподъемники. Все это управляется с центральной консоли. И даже люк здесь открывается кнопкой. Нажимаем, и вот он открывается. Сразу появляется летнее настроение. Здесь есть даже небольшой дефлектор. То есть электрики здесь уже хватает. Но почти все остальное, конечно, аналоговое. В салоне все вытянуто по горизонтали. И снова красивая деревянная отделка. Сегодня мы бы внимательнее смотрели на зазоры. Для машины 79 года это нормально. Здесь аналоговые приборы со спидометром. В детстве я много ездил в Mercedes 123. Это более компактная модель, которая появилась позже. Я до сих пор помню, как отец впервые разогнался на автобане примерно до 200 км в час. Сегодня такое кажется безответственным. А тогда мы кричали отцу: «Быстрее!» Помню это до сих пор. И снова огромный руль. Почему он такой большой? Потому что усилитель был слабее. Чем меньше помогал усилитель, тем больше нужен был руль, чтобы легче его поворачивать. Переходим к центральной консоли. Здесь все очень просто. Здесь везде горизонтальные и вертикальные линии. А этой кнопкой открывается люк. А вот этой кнопкой включается обогрев заднего стекла. Вот дефлекторы. Все регулируется вручную. Здесь холоднее или теплее. А здесь меняется сила обдува. Внизу обычная магнитола, и все. И снова.
Единая цветовая гамма выглядит очень просто, но при этом изысканно. Теперь назад. Все-таки перед нами S-класс. Та же отделка, синяя ткань и сплошной задний диван. Сядем назад и посмотрим запас места. Его здесь более чем достаточно. Сзади тоже мягкая ткань. И здесь очень уютно, над головой тоже свободно. Посмотрите, как глубоко я проваливаюсь в сиденье. Сегодня сиденье дает гораздо больше поддержки. Здесь все иначе. Но если хочется просто устроиться поудобнее, это место отлично подходит. Сзади открывается отличный вид на весь этот винтажный салон. Можно сидеть здесь очень долго и просто смотреть вперед. А что с багажником? Тогда они были совсем другими. Багажник очень глубоко уходит по бокам. Объем действительно большой. Кладем сюда наш чемодан и посмотрите, насколько маленьким он кажется в этом багажнике. По глубине разница с современными машинами невелика. Здесь примерно 90 сантиметров. Но важнее другое, чемодан помещается вот так. А внутри ширина багажника получается больше 1,60 м. У современного седана или универсала обычная ширина около метра. Вот примерно столько. И разница здесь очень заметная. По высоте все ближе к современным машинам, около 45 сантиметров. Но форма багажника совсем другая. Добро пожаловать в винтажную гостиную Томаса за рулем Mercedes V116. И уже с первых метров скажу. Едет машина снова очень плавно. Именно этим славится современный S-класс, но это было уже здесь. Эта машина действительно успокаивает. Она здесь такая плавная, тихая и совершенно расслабленная. У руля уже есть усилитель, поэтому больших усилий не требуется. Конечно, обратной связи и точности меньше, чем у современных машин, но управлять все равно очень легко. Коробка переключает передачи спокойно, без проблем. А вот на тормоз нужно нажимать немного сильнее. Но для старой машины усиление тормозов здесь вполне нормальное. То есть тормоза действительно работают. Мы ездили на классике, где педаль нужно буквально давить изо всех сил. А эта машина, хотя она 79-го года, уже ощущается почти современной. Управлять ей действительно легко. Я вполне могу представить, что и сегодня ездил бы на ней каждый день. Хотя, конечно, для такой классики это было бы немного жалко. Но по комфорту и практичности, в том числе благодаря багажнику, она вполне подходит на каждый день. Даже с мотором V8 разгон не резкий. Я сейчас аккуратно работаю газом, но можно нажать и сильнее. Но стоит нажать сильнее, и машина уже заметно оживает. Почему бы и нет? Под капотом я заметил хорошую шумоизоляцию. Поэтому V8 здесь слышно совсем немного. Но громкий мотор никогда не был целью S-класса. Здесь важнее сдержанная элегантность. И сидишь здесь довольно высоко относительно капота. Поэтому фирменную звезду видно отлично. Каждая поездка здесь похожа на спокойный круиз, особенно в таком элегантном цвете. И многие люди просто оборачиваются и смотрят на эту красивую машину. Сразу видно, у машины есть класс, дизайн вне времени, и это чувствуется за рулем. И еще интересно, если немного покачать машину влево-вправо, первым делом чувствуешь не работу подвески,
Скорее, первым начинает раскачиваться само сиденье. Оно очень мягкое и свободное, и еще и на пружинах. Поэтому тело заметно раскачивает вправо и влево. Тоже очень интересное ощущение. Разгон приятный и совершенно естественный. Мне нравится тяга атмосферного мотора. Здесь нет турбины, которая внезапно подхватывает. Разгон снова очень плавный. Проверим разгон с 50 до 80. Вот и все. Небольшой спуск помог, но результат нормальный. 80 км в час, люк открыт, а в салоне все еще вполне нормально. Даже для небольшой проверки шумоизоляции. Закроем люк. Снова едем 80 км в час, и здесь довольно тихо. На очень высокой скорости разница с современными машинами, конечно, уже заметна. Но если вспомнить, какими тогда вообще были автомобили, эта машина, вероятно, была одной из самых тихих в свое время. И даже на такой скорости здесь можно ехать очень спокойно и расслабленно. Машина явно крупная. Она скорее длинная, но за рулем совсем не чувствуешь, что управляешь такой длинной машиной. Пружинная подвеска здесь работает отлично. Маленькие колеса, много резины и мягкая подвеска отлично гасят неровности. При этом машина не слишком мягкая, подвеска остается очень комфортной. Пожалуй, оставлю люк открытым. Так ездить очень приятно. Ехать здесь очень приятно. И дороги вокруг сегодня отличные. И обзорность здесь просто великолепная. Хотя, пожалуй, снова закроем люк. На скорости уже появляется лишний шум. Обзор здесь отличный. Вокруг видно буквально все. Почти ничто не перекрывает обзор. Поэтому и электронных помощников нужно меньше. Все видно самому. Правда, сбоку назад видно не так уж много. Отражающая поверхность очень маленькая. Развернемся здесь и послушайте звук указателя поворота. Очень характерный. О, кабриолет Mercedes S-класса. Встреча прямо посреди дороги. Радиус разворота вполне нормальный. Тут все в порядке. И еще мне нравится ручка указателя поворота. Ощущается очень качественно. Перед включением есть приятное механическое сопротивление. Послушайте, как он теперь возвращается обратно. Прекрасно, правда? Вот ради таких вещей все и затевалось. В такой классической машине за рулем очень много эмоций. Поездка получилась действительно особенной. Итак, что в итоге? Снаружи характерный прямоугольный дизайн. Именно здесь появилась эта фирменная горизонталь. Решетка и фары образуют одну линию. Потом это решение перешло на следующие поколения. И, конечно, здесь появилось много новых решений по безопасности, например, ABS. Рулевая колонка немного складывается при ударе, а топливный бак лучше защищен. И это лишь несколько примеров. Но больше всего меня удивляет другое. Этой машине больше 40 лет, а поколению больше 50. И даже несмотря на такой возраст, она все еще едет почти как современный автомобиль. Так едут далеко не все машины той эпохи. Меня это действительно удивило. Управлять очень легко, все мягко, плавно и комфортно. Главное отличие от современного S-класса. Конечно, динамика и поведение на дороге. Современный S-класс рядом с этой машиной по динамике почти спорткар. Понимаете?
В салоне главная разница — мультимедиа и цифровые технологии. Здесь почти все делается вручную. Но даже для своего возраста электроники здесь уже немало. Очень необычный опыт. Мерседес в таком дизайне — мои любимые классические модели марки. Более ранние машины для меня уже слишком старомодные. Более поздние уже слишком современные. Мне ближе именно эта эпоха. Для меня именно с такими машинами связан образ Mercedes. Это одна из основ характера марки. Но это, конечно, личное мнение. Очень необычная поездка. Надеюсь, вам понравилось, как мне. Жду комментариев. До встречи.